Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Оценим, что вас ожидает, каковым для вас будет этот месяц и какие приятные сюрпризы он вам принесет. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на получение информации и посмотрим, чем вас порадует ноябрь. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Основные энергии месяца. Пятерка чаш. Пятерка чаш – это ваше сожаление о каких-либо упущенных возможностях или ситуация, которую вы совершили в прошлом. Потому что здесь тот момент, который вас тяготит, вот эмоции, которые не отпускают. Как бы вы сделали иначе, как бы вы переменили эту ситуацию. Это тот момент, когда вы сожалеете об упущенном, или о том, что ушло, или о том, что изменить нельзя. Чего конкретно это будет касаться? По двойке чаш у кого-то вопросов личных взаимоотношений, у кого-то просто аспекты деловых, дружеских или социальных связей. Ну, например, сожалеть о том, что ваши пути дороги с коллегой разошлись или с партнером по бизнесу. То есть вы уже не находите общих интересов, общих точек соприкосновения, не можете идти на компромиссы. И как следствие этот союз, эта связь остается в прошлом. То есть здесь эмоционально переживать относительно этой ситуации. Но стоит это делать, давайте посмотрим и оценим по другим сферам жизни. Работа. По работе. Колесо фортуны. Прекрасный шанс, прекрасный момент, так сказать, стать у руля своей жизни и получать лучшие блага от Вселенной. Это карта успеха, удачи, шанса, протекции, прорыва, увеличения дохода. Как она прозвучит для каждого из вас, мы сейчас оценим. Смотрим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас не работает и работать не может. Здесь по королеве монет. Это женщина земной стихии, телец, дева или козерог, которая может вам дать какой-то толчок, какие-либо навыки, так как дно колоды у нас паж монет, чему-то обучить, чем-то поделиться какой-то информацией, которую вы возьмете себе на вооружение, и благодаря этому можете хорошо зарабатывать или подрабатывать. Пусть периодически, но тем не менее здесь очень хорошая оплата вашего труда. Если вы являетесь соискателем, колесо фортуны и туз чаш. Вселенная вам улыбается, потому что здесь не просто найти вакансию с целью трудоустройства, а это работа, которая вам нравится, которая является в какой-то степени вашей отдушиной или творческим порывом. Ну и, конечно же, при всем при этом дает хороший заработок. Если вы наемный сотрудник, колесо фортуны, тройка монет. Это оказаться в нужное время, в нужном месте. То есть для вас таковым образом складываются обстоятельства, что может быть прорыв в плане карьеры, как рост по карьерной лестнице, так и просто увеличение ваших доходов. Ну, например, не просто индексация заработной платы, а какие-то еще дополнительные премии, бонусы, повышение вашего оклада. Если вы владеете собственным делом, колесо фортуны и четверка жезлов. Процветание, расширение. Здесь может быть переезд в более крупный офис, или вы можете для себя снять более масштабный склад, где вы будете там собирать свои товары и так далее. То есть здесь вопросы масштабирования, расширения вашей организации, то есть это могут быть новые ячейки, новые филиалы, новые офисы. И, конечно же, это все будет нести улучшение вашего благосостояния. Финансовая сторона вопроса. Шестерка мечей. Шестерка мечей – это всегда рост, потому что вы движетесь дальше. Да, безусловно, она также сопряжена с расходами. У кого-то будут расходы не только на текущие какие-то базовые нюансы, но и на поездки, путешествия, переезды, командировки, траты, связанные с автомобилем, ну, то есть или просто с транспортным средством, будь то покупка, ремонт, тюнинг и так далее. То есть здесь будет много суеты, но самое главное, что деньги приходят, финансовая ситуация для вас будет стабильной. В особенности, кстати, траты будут у тех, кто, как я говорила, переезжает в новый офис, потому что башня у нас также является символом структуры, вложений в недвижимость, и если вы меняете локацию, то это арендовать или, может быть, приобрести
более статусное место с хорошей инфраструктурой, то есть хороший там рядом транспортный узел, развязка. И, как следствие, поток клиентов вам однозначно будет обеспечен. Смотрим с вами вопросы состояния здоровья. Здесь паж чаш. По пажу чаш у нас проходит хорошее самочувствие, ментальное, физическое, эмоциональное. Но помимо всего прочего, иногда эта карта может указывать на какие-то легкие респираторные заболевания, которые мы можем подхватить от детей. Поэтому в этом вопросе будьте бдительны. Во всем остальном не переживайте. Здоровье в плане ноября месяца вас не подведет. Личная жизнь. А здесь 8 жезлов. Интенсивность, скорость развития каких-либо событий или ситуаций. В некоторых случаях, безусловно, этот аркан является сигнификатором любви с первого взгляда или вспышки, страсти или увлечения каким-либо человеком. Как она прозвучит для каждого из вас, сейчас мы узнаем. Для тех, кто у нас свободен. Здесь по аркану Дурак, как мы видим, это новое знакомство, это влюбленность, это страсть, это неприкрытый интерес к новому человеку. То есть все ваше внимание будет сконцентрировано на новой личности, на новом объекте. Ну и, конечно же, большую часть своего свободного времени вы будете тратить на коммуникацию с этим человеком. И если вы состоите в любовных треугольниках, то 8 жезлов и аркан Император – это брать инициативу в свои руки. А именно, вне зависимости от того, вы женщина или вы мужчина, эта связка арканов говорит о том, что нужно принимать на себя ответственность за свои решения, за свои действия или поступки. Кто-то здесь может принимать для себя очень весомое решение, а именно определиться, с кем вы хотите оставаться в союзе и строить семью. Причем вы это будете решать в рамках ноября. Посмотрим с вами ситуацию для тех, кто находится в стабильных связях. А вот здесь 8 жезлов и 4 чаш. У некоторых это может быть ситуация эмоционального раздрая или отчаяния по причине отъезда партнера. По работе, по учебе, по ряду каких-то иных факторов. То есть между вами может быть дистанция. И второй аспект – это дистанцироваться друг от друга, потому что нету любви, взаимопонимания, нету и поддержки. И сейчас даже дотяну аркан, посмотрел, потому что паж монет каждый сконцентрирован на каких-то своих новых задачах. Поэтому вот эта основная энергия месяца, 5 чаш и 2 чаш, это сокрушаться относительно того, что отношения себя могут изживать или они могут уходить, и вы будете переживать по этому поводу, как их сохранить, восстановить, или стоит их вообще отпустить. То есть будете для себя здесь взвешивать все за и против. Совет от карт. 3 жезлов. В большей степени это у нас социальная карта, поэтому актуально будет, наверное, для вопросов работы, карьеры, бизнеса и финансов. Это аркан расширения, масштабирования. Это желание достигать нового, большего, значимого, то есть расширяться, идти, так сказать, к новым берегам, стремиться к новым возможностям. Поэтому в качестве рекомендации это действительно для себя обозначить новые цели и планомерно двигаться к ним, их достигать. А мы с вами посмотрим, о чем будет говорить этот месяц относительно неожиданности периода. Что здесь? Так, интересная у вас здесь связка карт. Еще одну колоду здесь, негативная энергия. Поэтому первая триада говорит о том, что может действительно произойти конфликт у вас или с вашим окружением. Как я говорила, не обязательно это личные, это социальные связи могут быть. То есть с друзьями, с коллегами, знакомыми, с соседями. Потому что, по сути, конфликт с теми людьми, с которыми вы очень тесно и очень часто коммуницируете. Плюс кто-то из знакомых или друзей вас намеренно может обвинять в инициировании конфликта, в ситуации, когда вы пытаетесь прояснить отношения, что вы не контактны или стоите на своем, уперто. Но здесь вы будете оценивать все за и против относительно того, как вам относятся. Это потребительское отношение или же действительно какое-либо искреннее. То есть оценивать, кто друг, кто враг, а кто просто так. Поэтому ноябрь в чем-то, конечно, он очень сильно вас порадует. И знаете, как превзойдет все ваши ожидания. А в чем-то, как мы видим, может огорчить. Такова жизнь, это нормально. Моя задача закрыть вам все только в положительном ключе, чтобы вы были довольны этим периодом. И у вас
отыгрались только самые положительные события и присутствовали только лучшие энергии. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отыграется данный расклад и эта информация. Я с вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.